Здравствуйте! Это видео продолжение цикла для начинающих в Кубере. Да, такой цикл у меня появился, и я его потихоньку, скажем так, переделываю. В предыдущем видео мы с вами посмотрели, как, собственно говоря, устроен Кубер, из каких компонентов он состоит, и это видео было про начало. В следующем видео мы с вами уже начнем изучать управляющие конструкции Кубера. И вот мы с вами начнем там с пода. Но проблема заключается в том, что нам нужно где-то это все пробовать. Вернее, как нам, вам. Вам нужно где-то это все развернуть, чтобы у вас был Kubernetes, с которым вы могли работать. Поэтому сегодняшнее видео будет посвящено о том, какой тестовый стенд вам потребуется для того, чтобы попробовать вот эти все фишки, которые я вам буду в дальнейшем показывать. Сразу спойлер, миникуб вам не подойдет. Вот так, сразу, топором, миникуб не подходит. Дело в том, что я буду вам рассказывать о том, как устанавливать Kubernetes, как его обслуживать, как он там внутри, в общем-то, устроен более глубоко, чем просто миникуб. И поэтому нам потребуется несколько нод, как минимум 3, сейчас мы с вами это увидим, как минимум 3 ноды для того, чтобы, в общем-то, разобраться в процессе, разобраться в самом устройстве Кубера. Для дальнейшего развертывания Кубера я рекомендую вам использовать виртуальные машины. Почему? Да, в общем-то, очень просто. Snapshots. Снимки. То есть вы можете делать в виртуальных машинах снимки виртуальных машин. И если вдруг чего-то не так, вернуться к тому снимку и как ни в чем не бывало, восстановить состояние машины и продолжить работу с того места. Поскольку ошибаться, на начальном этапе это нормально, соответственно, снимки сократят очень сильно ваше время. Еще один спойлер, паравиртуализация типа LXC вам тоже не подойдет. Я имею в виду, сразу приходит некоторым людям на ум, поставлю Proxmox и на базе LXC сделаю легкие контейнеры, легкие виртуалки. Нет, только хардкор, только полноценные виртуальные машины. Сколько виртуальных машин нам потребуется? Смотрите, у нас есть control-ноды, worker-ноды. В большинстве случаев ситуация будет вот такая. Вам потребуется одна control-нода и 2 worker-ноды. Но случаи бывают разные, как в том анекдоте. Поэтому будет вариант, когда нам потребуется 3 control-ноды и, соответственно, потребуется 2 worker-ноды. Вот такая вот ситуация у нас тоже будет. Это когда мы будем с вами ставить Kubernetes правильно, со всеми вытекающими подробностями и так далее и тому подобное. Там будет HA, то бишь High Availability, не знаю, как это правильно звучит по-английски. И там потребуется 3 control-ноды, чтобы это дело продемонстрировать. Также будет случай, когда нам потребуется 4 worker-ноды. Там достаточно всего лишь одного контрола. На самом деле для тестирования обычно нам одного контрола хватает для тестов. Кроме некоторых случаев, когда, действительно, контрол-ноды будут. Нам потребуется 4 worker-ноды. Там будет рассказ о том, как распределять поды, то есть компоненты, то есть приложения по нодным кластерам хитро. И там действительно 4 worker-нода для этих целей потребуется. И, пожалуй, все. То есть, как видите, нам потребуется в один момент максимум 5 виртуальных машин. Кроме этого, нам потребуются дополнительные сервисы. Во-первых, это DNS-сервис. DNS-сервер, который будет преобразовывать имена вот этих виртуальных машин в IP-адреса. Дело в том, что файлики etc host для Кубера не подходят. И нам потребуется полноценный DNS-сервер. Где вы будете его размещать, дело 20-е, делаете виртуальную машину отдельно, или у вас есть какое-то железко, которое позволит вам этот DNS-сервер организовать, не суть важно. Вы решаете сами в зависимости от ваших возможностей. Кроме этого, нам потребуется еще NFS-сервер. Мы будем с вами на нем сохранять, толстые, жирные данные. У некоторых приложений потребуется много места, для работы. Размещать данные непосредственно на нодах кластера Kubernetes, то бишь разрешать приложениям сохранять что-то на нодах кластера Kubernetes, это моветон, это нехорошо, это неправильно ни с каких позиций, в том числе с позиции безопасности. Есть, конечно, там некоторые нюансики. Есть одна система под названием Longhorn,
которые видео у меня есть на канале, но это крайний случай. Значит, у нас случай не крайний, поэтому мы сделаем отдельный NFS-сервер. Опять же, как вы организуете NFS-сервер, я не знаю. Посмотрите, какие у вас возможности. Можете сделать одну виртуальную машину, где будет DNS и NFS стоять вместе. Можете пользоваться какими-то железяками. Но вот такой минимальный набор, скажем так, контейнеров, приложений нам потребуется для дальнейшей работы. Теперь о параметрах виртуальных машин, вот этих основных виртуальных машин, которые нам потребуются. Значит, я обычно делаю себе 5 виртуальных машин. Ну, как вы поняли, да, из данной диаграммы 5 виртуальных машин. Я их делаю равноправными по объему, то есть одинаковыми по объему оперативной памяти и процессоров. Вот у меня сейчас каждая виртуальная машинка это 8 гигов оперативки и 6 процессоров. Ну и где-то диск небольшой, там 20 гигов, чисто чтобы система влезла. То есть вот такая штука. Называю я их обычно как? Я делаю 3 control ноды и 2 worker ноды. На самом деле название машины на ее функционал никак не влияет. И, допустим, вот в этом случае у меня будет одна control нода, а все остальные будут worker ноды. На то, какую функцию выполняет машина, влияет тот софт, который туда установлен. Соответственно, вот у меня будет 5 виртуальных машин под мои действия с 8 гигабайтами оперативки и 6 ядрами на виртуальную машину. Поскольку мне приходится часто экспериментировать, и у меня так получается, что я с разными дистрибутивами работаю и ставлю кубер на разные, скажем так, дистрибутивы, у меня есть 3 группы виртуальных машин по 5 штук. Просто основные ключевые дистрибутивы, в данном случае Red Hat, базовый дистрибутив какой-то, ну здесь в данном случае Rocky Linux у меня. Здесь у меня голый Debian, на базе Debian очень много дистрибутивов, которые тоже, ну если на Debian поставили, то на тот дистрибутив, который из-под него как бы вышел, да, на базе которого был сделан дистрибутив, то тоже поставить можете. Ну и жизнь заставила меня вернуться обратно к SUSE Linux, SUSE Lib, тут, по-моему, последний. Тоже вот у меня 5 виртуальных машин. Понятно, что одновременно все 15 машин я не запускаю, я запускаю только 5 в зависимости от ситуации. Соответственно, каждая виртуальная машинка это там какие-то снапшоты, я могу возвратиться обратно, пойти туда-сюда. И, в общем, на самом деле виртуальные машины в нашей ситуации рулят. Какую базовую операционную систему у вас в вашей машине использовать абсолютно все равно. На что любите, на том и работаете. Какой движок виртуализации использовать абсолютно все равно. Какой любите, такой и используйте. Значит, в моей ситуации у меня Windows машина. Сразу хочу показать ее параметры, чтобы потом не было вопросов, потому что задают вопросы, а какая у тебя машина. Я уже столько раз про это рассказывал. У меня в Телеграме там целая эпопея была, как я собирал эту машину. Ну, на всякий пожарный, вот покажу. Значит, у меня машинка на базе процессора Ryzen, 16 ядер, соответственно, 32 ядра на самом деле там получается как бы. У меня 64 гига оперативной памяти, я могу еще столько же добавить, но мне 64 сейчас хватает. Видеоадаптер абсолютно по барабану, потому что мы видео и всякие фишки, связанные с AI, не используем. И у меня здесь много дискового пространства. На самом деле тут все просто. У меня 2 диска NVMe, очень-очень быстрых, по 2 терабайта. И там находятся непосредственно диски вот этих виртуальных машин. У меня есть еще один SSD диск 2 терабайта, так получилось. И у меня есть обычный HDD диск на 2 терабайта, который, в общем, служит для архивов. Просто так получилось. Kubernetes нужно ставить только, минимум на SSD диски. Лучше на NVMe. Если вы попробуете поставить его на HDD обыкновенный, у вас тупо работать не будет. Поэтому вам придется запастись где-то SSD дисками. Если у вас такой машины нет, вам придется арендовать сервера где-нибудь у облачных провайдеров. Это тоже несложно и потенциально относительно недорого. На самом деле, если вы ввязались в Kubernetes, это не дешевое дело, кубер. Придется раскошелиться. То бишь на коленке с кубером работать не получится. Поскольку я живу в России, в Российской Федерации есть некоторые ограничения, особенности и так далее. И по поводу наших российских пасконных, так сказать, дистрибутивов и кубера. Потенциально вы можете использовать наши российские дистрибутивы. Я лично ставил на Astra Linux Kubernetes версия, не помню, то ли 1.8, то ли 1.9. В общем, последняя версия Astra, я очень редко с ней работаю, но приходится иногда. Кроме всего прочего, мои коллеги ставили на Alt Linux, соответственно, Kubernetes. Alt Linux это такая вещь в себе. Если Astra Linux это еще Debian, да, и, в общем-то, его
разветвление, то про Alt Linux сказать тяжело сейчас, в данный конкретный момент, на чем он основывается. Ну, сам по себе. Кроме всего прочего, есть еще такой закрытый дистрибутив, он недоступен в, скажем так, публичный доступ, так называемый MOS-OS. Это дистрибутив московского DIT. Ну, кто знает, что такое DIT, тот поймет. Он основан на базе SUSE, Linux на SUSE Lib. Последняя версия MOS-OS основана на SUSE Lib. Не надо тут устраивать холивары. Повторюсь, последняя версия это SUSE Lib, чистейший, но со своими тараканами, конечно же. Туда тоже очень легко становится Kubernetes, без всяких проблем. Следующий важный вопрос, а какой конкретно дистрибутив кубера ставить? Дело в том, что есть такое понятие Vanilla Kubernetes. Это кубер, который разрабатывается непосредственно Google, вот он. И здесь в документации есть раздел, как установить Kubernetes при помощи kubeadm. Значит, на самом деле это несложно, и у нас будет отдельные 6 видео о том, как это делать. Но дело в том, что мы там подробно все будем рассматривать, не просто установку, а там много всего. И на данном этапе использовать kubeadm для установки дистрибутивов Kubernetes к себе в виртуальные машины, ну, если вы умеете, используйте kubeadm. Это лучший вариант на самом деле. Для тех, кто начинает с нуля, то есть два, ну, по моему мнению, повторяюсь, это мой канал, это мое мнение, есть два варианта, как поставить себе. Один хороший, второй еще лучше. Значит, есть такая штука, называется кубиспрей. И, честно признаюсь, мое первое знакомство с кубером, это был кубиспрей, я при помощи его поставил. Говорят, что это легко, говорят, что это хорошо. Оба раза скажу нет и еще раз нет. Это не то, чтобы легко, это не то, чтобы хорошо. Но потенциально начать можно с него. Значит, что здесь потребуется? Здесь потребуется знание Ansible и знание, соответственно, подробно знание и понимание файлика values, который к этому Ansible прилагается. В общем-то, разобраться можно, тем более у меня на канале есть там одно из самых-самых первых видео, как ставить Kubernetes при помощи кубиспрея. Я тогда был молодой, зеленый, наивный, думал, что все хорошо. Потом повзрослел и понял, что это не есть good. Ну ладно, вдруг вы кубиспрей знаете и поставите. Начинать можно с него. Потом мы все равно это все нафиг снесем и сделаем как надо. Ну и второй способ – это использовать дистрибутив облегченный. Это дистрибутив RKE2. RKE – это ранчер, но не ранчер. То есть ранчер есть оболочка. Ни в коем случае ее не используйте, упаси Господь. А это дистрибутив кластера Кубера. То есть они взяли исходники, собственно говоря, Vanilla Kubernetes Google и скомпоновали в свои собственные, скажем так, установочные файлы, свои собственные механизмы их установки и манипуляции. На самом деле вы получите тот же самый Kubernetes Vanilla, ну, практически. И на нем мы можем начать работу. Но потом, повторюсь, мы это тоже снесем и будем использовать вот реально сам Кубер, как его задумал Google. Как у меня организован DNS? Значит, DNS у меня организован на базе Микротик или Микротик, как правильно говорить, не знаю. У меня есть роутер Микротик, который может много чего. Я, в общем-то, на самом деле люблю Микротик, удобная штука, хотя не для новичков. И там есть возможность сделать статические DNS-записи, и вот здесь я их наделал. То есть на каждую группу я выдал какое-то количество IP-адресов и имен машин. Здесь несколько больше, чем реальных виртуальных машин. Это на всякий пожарный. Вдруг мне потребуется полный кластер, то бишь 3 контрола и 4 воркера. На всякий пожарный. На самом деле так не будет. Вот, соответственно, у меня есть 3 группы. И отдельно я еще делаю так называемый load balancer. Дело в том, что мы будем сталкиваться с сервисами типа load balancer и вешать на них соответствующие приложения, ну, в том числе, допустим, Argo CD тот же самый. Поскольку одновременно я запускать все 15 машин не буду, поэтому мне достаточно одного IP-адреса для load balancer, который я буду просто использовать всегда. Все остальные машины, ну, то есть имена, которые я буду вешать на load balancer, я буду делать при помощи CNAME. Ну, допустим, вот Argo CD у меня делается при помощи CNAME. То есть это вот такая вот, так вот устроен мой DNS. Повторюсь, вы можете поднять свой собственный DNS-сервер и поднять свою собственную локальную зону, ради бога, никто не запрещает. Значит, по поводу домена local, все кричат, да, и он неправильно, нужно использовать тест, там еще чего-то. Господа,
Я вообще всю жизнь использовал локал, никогда не нарывался ни на каких проблем. Менять свои привычки я не хочу, тем более никто по попе меня не набьет за это. Вот я тут себя в своем маленьком, уютненьком, скажем так, бложике, условно говоря, да, сижу, и меня это вполне устраивает. На самом деле, какой домен использовать, вы решаете сами в вашей конкретной ситуации. Что касается NFS сервера, у меня есть NAS, это Synology, который позволяет раздавать диски по сети как угодно. В том числе у меня там включена служба NFS версии 4. Значит, я не буду вам показывать тут настройки там, ограничения доступа, безопасности и прочей фигни, потому что, может быть, Synology у вас не будет, у вас будет свой собственный NFS сервер. В общем, вы уже админы Linux, вы подошли к кластеру Kubernetes, у вас должны быть знания на уровне хотя бы middle по Linux, а middle по Linux NFS и DNS подымет как два пальца об асфальт. Вот, поэтому просто обозначу, что вот такой NFS сервер у меня в данный момент присутствует. Ну что ж, теперь давайте попробуем поставить дистрибутив какой-нибудь по-быстрому кубера. В принципе, Kubeadm у меня есть на канале, как ставить. Там сложно, если разберетесь, то лучше используйте вот этот вариант Kubeadm. Если не разберетесь, нет. Значит, Kubispray. На канале есть видео, как устанавливать при помощи Kubispray. Если интересно, попробуйте Kubispray. Да, есть нюансы, но возможно. Там старое видео, но принцип понятен. RKE2 у меня на канале еще ни разу не показывалось, как поставить. Ну что ж, давайте попробуем RKE2. Почему бы и нет? Так, RKE2 это ранчер. В принципе, можно выбрать любой из дистрибутивов, но ранчер это, в общем-то, SUSE Linux, поэтому давайте-ка мы SUSE воспользуемся. Хотя могу и Debian, разницы особо никакой не будет. Так, SUSE Linux запускаем в фоновом режиме Control-ноду и 2 worker-ноды нам потребуется. Сейчас они у меня тут запустятся в фоновом режиме. Соответственно, надо будет сейчас сходить так. Control-нода первая, сусевская у меня вот эта. Запустился, не запустился, как там поживаешь, пока еще нет, судя по всему. Нет, там он еще картинки рисует красивые. Все, зашел. Значит, это у меня первая Control-нода. Остальные вроде тоже работают. Давайте сразу Worker-нода первая. Так, и Worker-нода вторая. Так вот сделаем, чтобы у нас все было на одном экране, чтобы было под рукой. Сразу крутом, чтобы не мучиться. Я знаю, что это нехорошо, я знаю, что суда сутера не надо. Есть другой вариант у суда, но я так привык, поэтому хочу вот так. Значит, что мне нужен? Curl тут есть по умолчанию. Есть curl, отлично, Vim есть по умолчанию, есть Vim, отлично. Мне пока для начала больше... Да что ж такое, что-то у меня с этим терминалом. Ctrl-L, вообще-то в командной строке это аналог команды Clear. Но почему-то у меня тут надо будет посмотреть настройки, где-то перехватывается. Так, ну что ж, надо же, собственно говоря, ставить. Смотрите, значит, здесь у нас есть две вещи. Значит, Quick Start будем смотреть. Значит, у нас есть Server Node Installation. Это Control-нода в переводе на привычный, надеюсь, уже для вас язык. И есть еще агент. Это Worker-нода, соответственно, есть. Значит, тут все расписано. Здесь нам нужно просто вот эту командочку. То есть курлом вы скачиваете скриптик и его сразу же запускаете. Там есть различные параметры. Мы сейчас их рассматривать не будем. Это не суть важно. Мы просто поставим ту версию последнюю, которую нам предложит непосредственно RKE. Сейчас, как видите, он скачивает Tarball соответствующий. Занимает некоторое время. У меня еще интернет, что-то дома провайдер козлит. Видать, SORM включили или еще какую-нибудь пакость от, хочу знать, контрола нашего российского. И просто дикие тормоза. Поэтому придется подождать. Я боюсь, как бы мы сейчас еще не нарвались на проблему, связанную с Docker Hub, потому что контейнеры он тащит с Docker Hub, а там есть ограничение на количество скачиваний.
Вот в отличие от Vanilla Кубера, который от Docker Hub отказался и там ничего, в общем-то, не размещает. Ну, Rancher еще использует Docker Hub для контейнеров. Хотя могли бы уже давно свое хранилище для образов сделать. Ну, или воспользоваться там каким-нибудь другим, а не Docker Hub этим позорным. Ладно, скачает, я продолжу потом видео. После того, как скачает Tarball. Так, скачался. Значит, скачался сразу path локально добавим, чтобы здесь было. Потом немножко поправим необходимые вещи. Теперь следующее, что мы должны будем сделать, это enable. Ну, тут все понятно. Enable он и в Африке enable сервис. Затем мы должны стартануть его будем. Это мы его стартанули. Обратите внимание, вот этот установщик, он скачивает, устанавливает сразу контейнер runtime интерфейс. Он не только сам кубер ставит, он еще здесь контейнер D ставит. То есть вам не нужно делать много лишних телодвижений. И, соответственно, это очень удобно. Так, он у нас запустился. Интересно, kubectl сразу будет видно или придется... Нет, kubectl не видно. Соответственно, нам придется делать кое-какие вещи. Значит, вот здесь он в самом начале писал, что user local is read-only в данном дистрибутиве. Поэтому, говорит, я поставлю вот сюда. Давайте посмотрим содержимое. Здесь есть bin. И, соответственно, здесь есть RKE2. Так, а где kubectl? А kubectl у нас находится... Ага, читаем дальше. Вот он. Он находится в var lib rancher RKE2 bin. Вот здесь. Господи. Вот так вот. Где-то вот здесь. Угу. Вот он kubectl есть здесь. kubectl. Так. И мы сейчас с вами сделаем символьную ссылочку на куда-нибудь user local read-only, да? Давайте user bin. Блин, это нехорошо. Ну, мы потом все равно эту машину снесем. Хотя можно было добавить, конечно, в переменную path. И по идее она должна была добавиться. Ну ладно. Так, kubectl есть. Значит, он нам сейчас ничего не выдаст, потому что у нас нет конфигурационного файла. Конфигурационный файлик должен находиться в директории etc. Вот он. Вот этот файлик нам нужен. Тоже делаем сначала... Ага, ну давайте сначала сделаем домашнюю директорию. Файлик. Директорию, вернее, одну. Так, mkdir в нашей домашней директории мы создадим директорию cube. Потом сделаем символьную ссылку. Здесь, видите, руками немножко придется поработать. Но это не страшно. Cube и назовем ее config. Config. Вот так. И теперь посмотрим kubectl get notice. Ну, как видите, вот оно у нас есть. То есть у нас запустилась control нода, она в статусе ready, она control plane, там etcd, master, и используется версия 1.32.7 куба с наворочками RKE. Давайте посмотрим сейчас, какие там находятся приложения и что у нас с ними вообще происходит. Так, мы видим, что куб-контроллер у нас стоит, etcd стоит running. Вот это все, это какие-то джобы отработали. Completed. Это мы с вами дальше будем видеть, что такое джобы, что такое поды. Сейчас я просто быстренько проверяю, все ли у нас работает. Значит, видите, API-сервер запущен, куби-контроллер запущен, куби-прокси запущен, куби-планировщик запущен. Значит, вот, это, грубо говоря, CNI-драйвер. Network Interface. Это у нас DNS-сервера внутренние. Они по умолчанию поставили ingress-контроллер. Да по барабану мы потом все равно снесем, он сейчас не нужен. Metrics Server, Snapshot Controller. В общем, грубо говоря, Control нода у нас работает. Следующее, что нам потребуется поставить, это Worker нода. У нас их 2 штуки. И мы их сразу вот таким образом тоже скачиваем. Да? На обеих машинках будем сразу делать это. На Worker ноде 1 и на Worker ноде 2.
Опять у меня будет сейчас провайдер тормозить, этот качать торбол будет 100-500 лет, поэтому подождем немножко. Я пока подожду за кадром, когда это все скачается, включу, продолжим. Ну что ж, отлично. Здесь быстренько сделаем вот это, для того, чтобы было удобно работать, но не более того, хотя особо не пригодится. Следующий шаг, который нам нужно сделать, нам нужно будет запустить здесь worker ноды, но так, чтобы они подключились, чтобы control нода про них знала. Сейчас нам потребуется создать конфигурационный файлик. Ну, пойдем по пути, здесь же у нас все написано, да, это у нас документация. Значит, сначала мы разрешим сервисы, enable здесь сделаем, enable здесь, чтобы при рестарте это все работало. Стандартно, ничего для вас нового нет. Дальше мы должны будем создать директорию, где должен будет находиться конфигурационный файл RKE. Тут и вот тут. И теперь в этих директориях мы должны будем создать конфигурационный файлик. Как видите, я просто тупо иду по документации. Документация это очень хорошо. Так, insert. Ой. Так, insert. Здесь мы должны будем добавить две строчки. Сейчас мы их тут добавим и здесь, и вот здесь. Так, и что нам здесь нужно будет подставить? Ну, во-первых, IP-адрес нашего сервера. Здесь нестандартные порты на самом деле используются, это RKE. Посмотрим, что у меня здесь за IP-адрес. Здесь IP-адрес вот такой, 151. Поехали здесь ставить. В моем случае 151, в вашем случае это ваш IP-адрес. Вы должны это понимать прекрасно. Вот так вот. Поставили. Дальше у нас некий токен. Значит, токен находится на control ноде. И в документации написано, где этот токен взять. Вот здесь прямо написан токен, который используется для регистрации других серверов или агентов нода. Но он находится вот тут. То есть в этом файлике. Как видите, ничего пока сложного нет. Есть некие файлики. Мы их просто смотрим от содержимого этого токена и просто берем этот токен, вставляем в конфигурационные файлики тех нод, которые мы хотим с вами здесь подставить. Конечно, плейбук бы небольшой написать, но будем считать, что мы Ansible не знаем и все делаем руками. Сделали, да? Следующий шаг после того, как мы с вами конфигурационные файлики создали, это, собственно говоря, запуск непосредственно сервиса. И там, и там. Здесь мы стартуем сервис, и здесь мы стартуем сервис RKE-шный. Это если бы был Vanilla Kubernetes, мы бы с вами стартовали кубилет, он бы там все разрулил. Но здесь вот все идет через вот эту чудесную RKE обвязочку. Да? Соответственно, что мы здесь будем делать? Сейчас посмотрим при помощи kubectl get pods-a. Значит, что я здесь написал? Watch, это мы раз в 2 секунды, ну, он будет выполнять команду kubectl get pods. Значит, kubectl get pods показывает, какие поды есть -a большое во всех namespace'ах нашего кластера. И здесь просто будет хорошо видно, как стартуют на разных нодах всякие разные приложения. Ну вот уже видно, что, допустим, kubeproxy, да, есть kubeproxy на control ноде, а вот у нас еще 2 worker ноды. Вспоминайте схемку, на каждой ноде у нас будет kubeproxy. Значит, канал, это здесь CNI драйвер, он тоже должен будет запускаться на каждой ноде, которая есть у нас в кластере. Здесь у нас, соответственно, будет еще 2 worker ноды, вот он там пытается что-то создать. И, в общем-то, когда вот здесь у нас запустится вот этот canal CNI драйвер, после него стартанут нормально проксики, и, в общем-то, кластер будет нормально работать. Ну, сейчас не знаю, получится или не получится. Почему? Потому что у нас здесь контейнеры берутся из Docker Hub. А я, возможно, мог за день уже выбрать лимиты этого долбанного Docker Hub с его лимитами. Почему раньше не перенесли свои контейнеры на более вменяемые хранилища контейнеров, я не знаю. Ну, вот как-то так. Ждем, что-то init очень долго происходит.
по идее, должен был уже 20 раз стартануть. Вот, первая часть под инициалайзинг пошел. Ну, долго, во-первых, качать. Здесь у меня, опять же, повторюсь, интернет, он, блин, да, не будем, плохо. Так, ну вот, канал на одной и на второй ноде запустился, значит, еще третья будет нода. Соответственно, он там будет запускаться. Проксики запустились, как видите, везде. И, соответственно, ждем просто, когда вот на последней ноде канал запустится, будет хорошо. Вот, под инициалайзинг пошел. Все видно здесь. Core DNS просто 2 пода будет запускаться. Он где-то на другой ноде запускается. Нормально. То, что где-то ингресс-контроллер не стартанет или там стартанет чуть позже, нам абсолютно по барабану. У нас ингресс-контроллером мы работать не будем. Вот главное, что видите, у нас с вами запустились прокси и CNI драйвера на каждой конкретной ноде нашего кластера. Все остальное поскольку меня сейчас не интересует. Соответственно, при помощи kubectl get nodes мы с вами должны получить статус нашего кластера. Как видите, у нас есть 3 ноды. Control нода CS1 и 2 worker ноды VS1, VS2. Значит, в дальнейших видео я на самом деле буду показывать примеры на своем кластере, на Vanilla кубере. Там будут по-другому называться ноды. Вы на это не обращайте внимания. Главное, что там есть Control ноды и 2 worker ноды с соответствующими делами. Конечно, будут отличаться IP-адреса, но, повторюсь, в зависимости от ситуации я просто беру разные виртуальные машины для работы. Еще одно приложение, которое рекомендую вам использовать в своей работе, это так называемый линза. Это приложение, вот About Lens, давайте посмотрим. Это платное приложение, но вы можете его использовать бесплатно, если ваша компания не превышает, ну вот даже вот внизу видите написано, вы используете линз персонал, индивидуал, он бла-бла-бла, меньше 10 миллионов фаундинг, то есть я не зарабатываю больше 10 миллионов долларов, поэтому могу использовать его бесплатно. Значит, соответственно, для того, чтобы вот эту линзу сконфигурировать, чтобы можно было пользоваться нашим кластером, мы можем с вами сделать следующие действия. Во-первых, у нас есть файлик, который мы с вами создали. Он находится в вашей домашней директории в .cube и называется config. Ну, это символьная ссылка, но, в общем-то, вот такой файлик у нас есть. Значит, мы можем взять вот этот файл полностью сейчас скопировать. Вот мы его скопировали. Теперь пойти в винде. В своей домашней директории вы сделаете директорию .cube, либо линза сделать, либо еще кто-то. И вот здесь просто вы создадите какой-нибудь новый файл. Назовете его там, не знаю, rke2 YAML. Это форматик YAML. Поэтому вот он у нас будет. Да, я знаю, мы его создали. Теперь мы его откроем с помощью Notepad++. Вот этот файлик. И сюда просто тупо вставляем этот файл. Понятно, что нам нужно будет поменять IP-адрес на вот этот адрес вот этой Control ноды. Сейчас, секундочку. У нас она была вот здесь. Вот этот IP-адрес. И вот так вот. Порт 6443. Не тот, который там для подключения, а 6443. Дальше, для того, чтобы было удобно работать, нам нужно будет в контексте поменять имя, допустим, назвать его RKE2. И, соответственно, default контекст RKE2, например, сделать. И файлик сохранить. То есть я вот создал там, сохранил этот файлик. И теперь возвращаемся к линзе. Как видите, появился RKE2 здесь, кластер кубера. И мы можем в него провалиться. И, соответственно, можем получить по нему различную информацию, наши ноды. Линза хорошая штука. Здесь все, в принципе, замечательно. Мы можем посмотреть поды, ноды, все дела, все namespace и так далее. Здесь у нас что такое было. Ну, здесь по барабану, что вот здесь какие-то ошибки. Неважно. Главное, что если вот здесь job, вы можете смело вот эти артефакты удалить, они не помешают, они вам, ну, скажем так, не пригодятся в дальнейшем. Вот, собственно говоря, вот так наш кластер выглядит уже в линзе, согласитесь, гораздо лучше.
Но для того, чтобы все было как прямо ванила кубер, нам нужно будет сделать одну вещь. Я сейчас подробно не буду рассказывать об этом, что это такое. Мы с вами встретимся с этим, когда будем смотреть демон-сеты, ну и некоторые другие вещи. То есть далеко впереди. Для того, чтобы видео про демон-сеты у вас нормально отработали, нам нужно будет Ctrl-ноду заразить, то есть повесить вот taints. Опять же, не буду сейчас подробно рассказывать, это просто подготовительный этап. Если вы поставите при помощи Cubiadm, либо при помощи кубиспрея кластер, там taint этот будет. Но RKE и K3S, они, в общем-то, почему-то не заражают Ctrl-ноду. Это, я считаю, неправильно. То есть Ctrl Plane роль стоит, но заразы нету. Так, что для этого нужно сделать? Для этого нам нужно на Ctrl-ноде, где у нас кубе CTL есть, да, выполнить вот такую команду. Я сейчас специально оставлю ее, чтобы вы увидели. Значит, смотрите, мы с вами при помощи kubectl вешаем taint на ноду CS1, taint вот такого плана. Мы ее заражаем. И, соответственно, сейчас в линзе мы должны с вами увидеть, что, видите, вот тут висит taint. Вот теперь, по идее, все. Все, что нужно было сделать, чтобы подготовиться к запуску следующих примеров, которые будут в дальнейших видео для начинающих. Итак, давайте маленький финал апофеоз. Значит, нам потребуется 5 виртуальных машин, именно 5 полноценных виртуальных машин. Где вы их разместите, я не знаю, ваше дело. Вы решаете, где вы их будете делать. Можете собрать компьютер, как у меня, может у кого-то в подворотне там стоит сервер. Знаю я пару человек, у которых в двухкомнатной квартире одна комната отведена под серверную. Там реально стойка со всеми делами. Ну да, вот такие фанатики. В любом случае дело затратное по ресурсам, по деньгам, у кого как. Значит, 5 виртуальных машин нам потребуется вообще. Значит, работать мы будем в большинстве случаев на 3, но иногда эти 5 запускать. Значит, мы должны установить на них какой-то будем дистрибутив для того, чтобы пройти первоначальные видосики. Рекомендую, если умеете, Cubiadm. Если не умеете, то либо RKE, либо K3S. В принципе, K3S это то же самое, но еще легче, чем RKE. Но RKE хоть как-то похож более-менее на Vanilla Kubernetes, а K3S он специфичный. Но видео про K3S у меня на канале тоже есть. Сходите, посмотрите. В общем, в любом случае нам потребуется какой-то дистрибутив кубера, который вы у себя на машинах поставите. Повторюсь, DNS-сервер и NFS-сервер. Вот, в общем-то, и все, что касается требований. Как видите, ничего сложного я здесь не увидел. А вы? На сегодня, пожалуй, все. До свидания. А уж дальше начнем изучать сам кубер.